Ой-ой-ой, что так трясется? Мне только что парень попытался украсть телефон. Первый день меня хотели ограбить, второй день чуть не умер от электричества. Доброе утро. Мы уже готовы уезжать. В этой квартире мы прожили 2 недели. Мы снимали только одну комнату. Здесь всего 5 комнат, но здесь никого не было. У нас была целая квартира. Так что зачем снимать целую квартиру, если можно снять комнату, а получить целую квартиру? Пользуйтесь этим советом. Все, заканчиваем и едем в аэропорт. Таня, тебе нужно поменять маску. Нам сказали, что нам нужно поменять маску. Наша маска не проходит по местным стандартам. И что вы думаете? Должны быть какие-то правила, какая маска должна быть при посадке в самолет? Тане не нравится идея. Какой твой аргумент? Почему ты не хочешь надеть маску? Слушай, это чистая, а это нет. Почему это нет? Почему она грязная, Тань? Потому что у нас не было стиральной машины в доме. На посадку, ребята. Спасибо. Наш рюкзак прошел проверку. Все по размерам подходит, мы ничего не будем платить. Уже готовы лететь в Медельин. Мы уже едем на автобусе. Да? Да, едем на автобусе. Да? Впервые не на такси, потому что аэропорт находится за городом. Нам нужно туда ехать. Билет стоит 13 тысяч, $3. На такси где-то $17. Привет, мы уже в Медельине. Хотите увидеть нашу квартиру? Так, это первый этаж. Очень маленькая ванна у нас, кстати. Очень маленькая. Душевая ванна, но красивая. Здесь есть телевизор. Здесь будет наш друг спать. Здесь кухня. И это все, первый этаж. Но зато здесь есть стиральная машинка. Можно готовить, покушать. Все супер. Очень интересная лестница. Так, пошли. Покажу вам нашу комнату. Интересно, сколько раз мы здесь упадем. Так, и наша комната. Мы уже здесь немножко вещей разложили. Интересно, что здесь очень низкие потолки. Это я так стою. Я не очень высокого роста. Большая комната у нас. Стол. Что очень классно. Первый нормальный стол. Вообще. За это путешествие, где можно будет посидеть и поработать. Телевизор. Зачем? Балкон. Такой маленький балкончик. Может быть, будет немножко шумно работать оттуда, но все супер. За нее мы заплатили, кстати, $240 за 2 недели. Что немножко много, но настроен. Поэтому если поделить, то нормальная цена. И у нас целая квартира. Только в Медельине есть метро. В Богате его нет. И вообще в других городах Колумбии его нет. Еще здесь есть трамвай и канатная дорога, потому что весь город находится на холмах. Еще здесь есть граффити, много граффити. Вот что произошло здесь неделю назад. Здесь были массовые протесты, много разбитых окон и стекла. Вау. Еще мы пока гуляли, мы заметили, что здесь очень много бездомных, очень много мусора на улицах. Может быть, мы все-таки ошибались по поводу Медельина. Мы думали, что здесь так классно, вечная весна, все такое. Очень много бездомных и, извините, пожалуйста, на слове, но дерьма на улице. Люди просто спят на улице. Мне только что парень попытался украсть телефон. Это было вообще очень неожиданно. То есть он как-то подошел, что-то вроде как хотел мне продать, какими-то газетами меня вот так вот прижимал и отходил. Сказал, нет, спасибо, буквально 3 секунды, уже открыта бананка и там телефон лежит. Это ужас. Как думаете, что могло случиться? Этот удлинитель был там, под столом.
когда я здесь сидел и работал, я что-то случайно задел ногой и увидел какую-то мини-молнию из-под стола, потом пошел дым. И у нас пропал сразу же интернет, перестал работать роутер, перестал заряжаться телефон, и мы соорудили новый удлинитель с другого удлинителя. Ну, короче, здесь еще был телевизор, мы его убрали, чтобы можно было сделать такое вот рабочее место. Но все хорошо. Это как вообще произошло? Ну, словом, я потом хотел вытянуть этот удлинитель с розетки и случайно прикоснулся к этой вот штуке. Оно меня немножечко даже током ударило. Но все живы, все здоровы. День-два, Медеин. Первый день меня хотели ограбить, второй день чуть не умер от электричества. Все нормально, продолжаем. Так, сначала нужно положить деньги на карточку. Такой прикольный здесь общественный транспорт. Как тебе, Таня, кабинка? Личная кабинка. Сейчас поедем. Да, сейчас полетим как пуля. Здесь такой общественный транспорт, потому что здесь много холмов. Стоит он, кстати, 2500, что где-то меньше $1. Ого. Все уже быстро. Вау! Блин. Я так с работы домой ехал. Пересадка станции. И потом направо можно поехать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что так трясется? Можем посмотреть чужие дома, кто как живет, кто как сушит свои вещи. Что у вас там сегодня на завтрак? Мы едем дальше над футбольным полем. Добро пожаловать на самый верх. Я полетал на дроне, ребята. Здесь очень красиво. Здесь очень много детей. И я не знаю, как они отреагируют на дрон, потому что они могут захотеть отобрать меня, заинтересоваться в дроне. Или вообще кто знает, что это. Так что каждый раз как последний. Готов расстаться с дроном.